Это шоу «Детки-предки» и его ведущая Елена Летучая. Всем привет! С вами семейное супершоу «Детки-предки» на СТС. Игра, объединяющая поколение. В студии две семьи. Каждая из них может выиграть не только деньги, но и наш суперприз – поездку в Париж! Сегодня с нами играют семья Миляских и семья Гриненко. Ну, дорогие друзья, кто будет рассказывать о вашей замечательной семье? Ну, естественно, жена. Племянница Полина, 11 лет, учится в 5 классе. Большая затейница и баловница. Кроме того, что ты ходишь в школу и балуешься там, чем ты еще любишь заниматься? Я люблю все время, когда меня вызывают к доске на математике. Ой. А, да? Да. Это наш сын Борис. Ему 10 лет, он учится в 4 классе. Занимается футболом, боксом. Еще чем? Любит очень зависать в компьютерных играх, писать биты, Эджиты. эдиты какие-то. Я не знаю, что это такое. Так, хорошо. А это мой муж Так, как зовут? Эдуард. Эдуард. На данный момент пенсионер, Да. Ну, а расскажите так нам, микробиолог. расскажите нам, чем занимаются бывшие микробиологи на заслуженном отдыхе. Стал автоэлектриком, диагностом. Хорошо, кто расскажет про вашу маму? Мама у нас многограннейшая личность. Так. Вот. Да, вообще она операционная сестра, но выучился и стала врачом-косметологом. А по жизни экстремалка. Она прыгала с парашютом. Парашютом? Да. С какой высоты? По-моему, 2000 или 4000. Да. Ну, не знаю, 4000 грамоту это дали, да. серьезно, Да, да? это очень, серьезная высота. Желаю вам удачи. Спасибо вам. Аплодисменты. Идем знакомиться с семьей Гриненко. Кто будет рассказывать о семье? Я буду рассказывать. Давайте. Я начну с Романа. Давайте. Роман очень разносторонняя личность. Он увлекается политикой, историей, гаджетами, ходит еще в музыкальную школу и катается на сноуборде. Ульяна – слаймер и кондитер. Так а что такое слаймер? Человек, который Человек, делает слайм. который производит слаймы, то есть лизуны. Лизуны. И Разобрались? Ульяна – кондитер. Она уже умеет печь Торты. многоуровневые торты. Ничего И балует себе. всю семью кексами на завтрак. И Сергей Васильевич, мой папа, он сейчас пенсионер, он рыбак, он пишет картины маслом, волжские пейзажи, морские пейзажи, играет на гитаре и на баяне в свободное время. Мы выезжаем, допустим, на Грушинский фестиваль на катере. Ой, как романтично. Давайте, кто про мамочку-то расскажет? Ну, это моя дочь старшая. Она занимается многими вещами. Ну, конечно, основное это воспитание детей. У нас еще есть старшая девочка, Полина. Она еще у нас такое сейчас освоила специальность, как организатор пространства. Я желаю вам удачи. И это была семья Спасибо. Гриненко. Сегодня первыми играют старшие. И я попрошу наших юных игроков пройти в комнату для болельщиков. Так, ну, пожелайте нам удачи. Пока-пока! А мы начинаем конкурс Брежнев против Брежневой. И, дорогие команды, у меня для вас важная информация. Один раз за игру поколения могут попросить помощи друг у друга. Каждая команда может воспользоваться подсказкой от наших друзей Вязанки. Вязанка связывает за одним столом и взрослых, и детей, а в нашей программе помогает лучше понять друг друга. Итак, дорогие друзья, ваша задача – отгадать известную персону 21 века. За каждый правильный ответ команда получает 5000 рублей. Итак, внимание, первый вопрос. Эта группа стала невероятно популярной благодаря клипу «Тает лед», который в марте 2017 года за несколько недель набрал более 10 миллионов просмотров. Итак, варианты ответов. Хлеб, грибы, гречка или горчица? Горчица. Мама угадает, мне кажется. Грибы. Я знаю. Грибы. Грибы? Ты точно уверена? Почему грибы? Ну, потому что есть группа грибы, а Да? группы хлеб и гречка нету. Ну, гречка, конечно, это несколько одиозно.
Нет, грибы. Все, давай, нажимай. Ну что ж, дорогие друзья, я получила ваши варианты ответов и хочу спросить у вас, почему вы считаете, что эта группа называется «Грибы»? Как раз пару лет назад несколько песен как-то попадалось, и у меня дети это обсуждали, что вот грибы, что-то такое. Мы в машине ехали, Ну, я может, они слышала. другое обсуждали, знаете, дети. Боровики. Они не едят грибы, поэтому, наверное, они говорили о музыкантах. Эта команда чуть не подралась, да, прежде чем нажала на Да, вариант да, у 2. нас Так. было бурное обсуждение, но в результате я думаю, что мы вышли на Правильный правильный ответ. вариант. да. Это грибы. Потому что у нас дети все время пели эту песню. И она нас у уже меня в набесило ушах. просто. Правильный ли это ответ, узнаем прямо сейчас. На пике популярности участники этой группы отказывались от любых интервью и даже в клипах скрывали свои лица под капюшонами и панамами. А через несколько месяцев группа распалась так же внезапно, как и появилась. Так часто бывает с грибами. Это группа «Грибы». Вы правы. У нас 5000 рублей уже есть. Второй вопрос. У этого стендапера наибольшее количество просмотров сольного концерта среди русскоязычных комиков. Практически ни разу не засветившись на телевидении, он собрал полный зал Дворца спорта на 10 тысяч человек. Кто же это? Александр Долгополов, Алексей Щербаков, Антон Борисов или Данила Поперечный? Данил. Думаешь? Нет, я думаю. Сейчас опять подерутся. Поперечный, понятно. Там Ну, мне Алексей кажется, как-то Щербаков, на слуху. Александр Долгополов, Антон Борисов. Ну да, ближе всего. Давай я нажму. Давай мы первые нажмем. 4. Хорошо, давай. Александра я вообще не знаю. Щербакова тоже не знаю. А вот да. Давай, Данила, давай четверку нажмем. Давай жми. Одинаковое мнение. А почему вы считаете, что это Данила Поперечный? Опять же, как-то на слуху был Данила Поперечный. Вот номера 1, 2, 3, нет, я не знаю их совсем. А вот Данила Поперечный, о нем говорили. Просто слышали вот на слуху у детей. Ну что ж, давайте узнаем правильный ответ. Он начинал свою деятельность как мультипликатор под псевдонимом Spoonmaster. Но со временем решил переключиться на разговорный жанр, и теперь он один из самых известных стендап-комиков России. И это Данила Поперечный! Давай ты тоже рукой. Да давай. Третий вопрос. У этого рэпера много псевдонимов. Слава КПСС, Бутербродский, Соня Мармеладова. Назовите еще один. Пожалуй, самый известный вам на выбор. Гнойный, Гуф, Хаски или Фараон? Я это вообще не слушаю. Я слушаю Депеш Мод. Депеш Мод рулит. Вообще не знаю. Слушай, я даже вообще не слышала. Ну, Гуф, он на слуху, понимаешь, рэпер. А Да? Гнойного я не слышала. Правда, что ли? Ну, Гуф, да. Да. Нет такого рэпера Хаски. Нет? М-м. Вот Гнойный и Гуф есть такие рэперы. Ну давай тогда между этими двумя. Ну вот по отношению к этому, кстати, симпатичному парню. Он не похож на Гнойного. Я тоже так думаю, что он не похож. Неужели он настолько будет одиозен? Давай второй, может быть, пробуем. Давай попробуем второе. Все, дорогие друзья, время истекло. Сделали выбор. Вы сговорились, что ли, я не понимаю? Нет. Ну хорошо. Сергей, Ольга, почему вы считаете, что это Гуф? Потому что симпатичный молодой человек, не стал бы он гнойным, наверное, называться. Да, где-то мы, да. Ваша версия? Ну, Гуф, он... На слуху. Да, Гуф да, на слуху. да, На слуху да, у детей, да, потому да, что они, слуху, да, любят это все. Ну что ж, давайте узнаем правильный ответ. Внимание на экран. Я правильно понимаю, что рэперам вообще не нужно приходить на наш проект, на наше шоу, да? То есть тебе вообще все не нравятся? Ну, если Есть бы они человек, были который хорошими тебя здесь рэперами, но они порадует? же плохие рэперы, понимаешь? Наибольшую известность Слава получил после выхода батла с Оксимироном, в котором он выступал под псевдонимом Гнойный. И сейчас у этого эпохального противостояния уже 44 миллиона просмотров. Блин. Как может такое было? А Гуф это тоже известный российский рэпер. Да, да. Итак, четвертый вопрос. Американская звезда армянского происхождения Ким Кардашьян вышла замуж за всемирно известного рэпера и родила ему 4 детей. И этого рэпера зовут Канни Уэст, 50 Cent, Эминем или Крис Браун. Мне кажется, они по-любому не угадают. Либо Крис Браун,
Нет. Ой, или нет? Нет. Не, да? Нет, нет, нет. Либо Канье Уэст, либо Крис Браун. Она же уже разошлась. Не знаю, но точно не Эминем и точно не Крис Браун. 50 Да. Cent, по-моему, на другой женат. Канье Уэст у нее муж. Давай нажмем. Нажимай первый. Да. Давай. Готовы? Первый. Давайте Первый. нажимайте заветную циферку. Да. Что, опять? Что происходит? Что происходит, дорогие друзья? Не, мы не сговаривались. Мы не сговаривали. Ну ладно, почему вы решили, что это Канье Уэст? Ну, видели по телевизору вроде Да. как. С Ким Ну, Кардашьян видели вроде как его. Вроде как его. В тех случаях, когда что-то говорят о Кардашьян, в общем-то, мелькало это имя. Ну хорошо, ваш вариант ответа я тоже приняла. Итак, внимание на экран, правильный ответ. Этот популярнейший рэпер является обладателем 21 статуэтки Грэмми. В 2012 году он признался Ким в любви песней «Я люблю тебя, Ким. Ким любит меня». Песня девушке понравилась, и с тех пор они вместе с Канье Уэстом. Итак, внимание, последний вопрос этого конкурса. После выхода на экраны ленты «Человек-паук. Возвращение домой» этот актер попал под шквал критики. Фанаты киносаги посчитали, что его внешние данные совершенно не подходят для Человека-паука. Как зовут этого актера? Том Харди, Том Холланд, Тим Бёртон или Тим Рот? Я вообще их не знаю, это факт. Прям надо было смотреть. А я даже Сам фильм этот не смотрела. такой. Я не помню. Либо Харди, либо Бертон. Бертон? Ну, мне так кажется, я не знаю. Либо Харди. Вот у меня вот либо Том, либо Тим. Но почему на Том Харди? Но он у меня на слуху, только поэтому. Но он, может быть, с другой области Может на слуху быть, у он тебя из был другой просто. области. Давай твой вариант возьмем. Ну, давай. Давай, пускай будешь ты. Давай, пальчики. Троечку. Нажимай тоже. Итак, если сейчас будет одинаковая цифра... Ага. Разные. Страшно вам стало? Итак, вы считаете, что это Тим Бертон, а вы считаете, что это Том Холланд. Итак, Трудно сказать, почему. Ну, вот как-то вот вот ну как, слышали. вот вы смотрели на его фотографию, думали, ну это, наверное, Как вы точно. слышали? больше ему подходит. А, просто больше подходит. Как-то слышали. А видели? А видел? Нет, не видела. Я только слышала. Хорошо, ваш вариант принят. Почему вы считаете, что это Том Холланд? Мы наобум. Объяснений нет, откровенно скажем. Сейчас будем проверять Да, вашу интуицию. это интуиция. Я не видела этого актера, и я не смотрела фильм «Человек-паук». Ну вот, давайте узнаем, как у вас с интуицией. Так, внимание на экран, правильный ответ. Он узнал, что прошел на роль Человека-паука, когда листал Инстаграм и увидел свои фото. Только потом ему позвонили из кинокомпании и сообщили радостную новость. Том Холланд! Давай. Это был последний вопрос. Детки, мы ждем вас в студии. Возвращайтесь к родителям. Ну давайте рассказывайте, как вам там в комнатке для болельщиков было? Нормально. Хорошо, что у Оли и дяди Сережи нормальная интуиция. Хорошо. Вам как сиделось в комнате для болельщиков? Нормально. Нормально? Вам не было стыдно за игру? Ну, мы смеялись над ними. Смеялись над ними? всеми. Ну что ж, а теперь давайте взглянем на финансовые достижения команд. Милявские заработали 15 тысяч рублей, а Гриненко заработали 20 тысяч рублей. Ну а теперь я приглашаю деток в мир молодости ваших дедушек и бабушек. Каждый правильный ответ в следующем конкурсе стоит 5000 рублей. Прошу предков пройти в комнату для болельщиков. Пока. Давайте. Увидимся потом. Но мы начинаем конкурс «Звезда против деток». И сегодня у нас в гостях знаменитый советский хоккеист, двухкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира Вячеслав Фетисов. Представляешь? Внимание на экран. Здравствуйте, дорогие ребята. Меня зовут Вячеслав Фетисов. И, естественно, мой первый вопрос как раз связан с хоккеем. В 1972 году сборная Советского Союза по хоккею сражалась в исторической суперсерии. А теперь вопрос. С какой страной сражалась наша сборная? И, внимание, варианты ответов. Швеция, Финляндия, США или Канада? Знаменитая серия, и это болела вся страна.
Полина такая... Либо Финляндия, либо США. Очень сложно. Я думаю, что Канада, она была лидером. Она всегда лидер. Канада, хорошо, давай. Канада. 3, 2, Всё. 1. Итак, Гриненко считают, что это Канада, а Милявский считают, что играли с США. Почему США? Ну, не знаю. Так предположили. Хорошо, ваш вариант ответа я приняла. Почему вы считаете, что играли с Канадой? Ну, потому что Канада это в свое время была и сейчас является лидером хоккея. Мальчик какой. Сейчас Роман Сейчас будет развернутый ответ, да. Причем США, они же больше в баскетболе продвигаются, чем в хоккее. Ну что, давайте узнаем правильный ответ у Вячеслава. Вячеслав? Сборная Советского Союза сражалась с канадскими профессионалами. Конечно. Ну, конечно. Ну ладно тебе, ну... Итак, второй вопрос. Внимание на экран. В 60-х, 70-х годах прошлого века не так много было телевидения в нашей жизни, но одна из программ вызывала повышенный интерес у всех. Это программа, в которой участвовали актеры театра сатиры. Они из себя изображали поляков и полячек, рассказывали анекдоты, пели песни, танцевали. В общем, было весело. А теперь вопрос, как называлась телепередача? И варианты ответов. Трактир на Пятницкой, кабачок 13 стульев, кабаре «Синяя лошадь» или бар «Зеленая обезьяна». Да, это была знаменитая передача. Да, Пан Вотруба. пани какая-то там еще Моника. Там пан директор, особенно Спартак Мишулин, одиозный товарищ был. Да. Я думаю, что это кабачок 13 стульев, потому что никакой синей лошади не было. Я смотрел телевидение. Хорошо, давай вторую. В Ютубе полно видео. Мне кажется, либо четвертое, либо второе. Второе. Точно. Вот не дай бог неправильно. Я тебя съем. Итак, Милявские считают, что это кабачок 13 стульев. И вы тоже считаете, что это кабачок 13 стульев? Да. Почему именно такой выбор? В Ютубе было видео про вот это вот. А, про вот это вот было видео, да? Ну да. Почему кабачок 13 стульев? Интуиция, во-первых, а во-вторых, мне так просто кажется, потому что, во-первых, есть роман «12 стульев», 12, и могли просто спародировать. Мне просто кажется, что это необычно, потому что... Ульяна, ты вообще принимала участие? Ну, принимаешь участие в этих Да, мне решениях? прям как-то сразу... Если я не знаю, то вся надежда на него. Ну, хорошо, ваш вариант ответа я тоже приняла. Итак, внимание на экран. Правильный ответ. Ответ – это кабачок 13 стульев. Давай. Тоже попал. Молодец! Да, давай тоже так сделаем. Потом вот так, Продолжим. кулачком потом. Ну что ж, молодцы. И обе команды зарабатывают по 5000 рублей. Итак, третий вопрос. В наши времена в магазинах крам-пластинок продавались только записи советских исполнителей. Битлов и Роллинг Стоунов купить было практически невозможно. Но тем не менее, умельцы наладили выпуск самопальных крам-пластинок, запрещенных в то время западных групп. И теперь вопрос, на чем же они их производили? И варианты ответов. На кусках покрышек от автомобиля «Жигули», на обычных пластинках, поверх которых они делали новую запись, на рентгеновских снимках или на кусках зеркала. Где-то говорили про рентгеновские Подожди, снимки. а может первое? Показывали мы им, и Ульяне показывали, и Гибкие. Ромку. У меня до сих пор хранятся. Наши, я думаю, не знают вообще. Ну, может, на кусках от зеркала. Третье. Нажимаем. Ну что ж, в этот раз у нас мнение совпало, и все считают, что на рентгеновских снимках. Почему? Мне иногда мама рассказывала. Правда? Да, мама в детстве рассказывала, я вот вспомнила сейчас. Вариант ответа принят. Идет программа про жизнь в СССР. Ее Гарик Сукачев ведет. Так. Я слышал, что про пластинки зарубежные их делали на рентгеновских снимках. Однажды я смотрел на выходных. Хорошо, Роман. Внимание на экран. Правильный ответ. И правильный ответ, конечно, на рентгеновских снимках. Если кто не знает, то рентгеновский аппарат просвечивает человека насквозь и видны все кости. Поэтому такие записи назывались «на костях». Молодцы. Молодцы!
4-й вопрос от Вячеслава Фетисова. Во времена моей юности среди моих друзей очень часто употреблялось выражение «шнурки в стакане». Что бы это означало? И варианты ответов. Деньги получены, шпаргалки спрятаны, все экзамены сданы или родители дома. Ульяна знает, я ей рассказывала. Так Да, по да. телефону друзьям говорили. Родители дома. Почему? Я слышала, это просто стопудово, серьезно. Да? Мне кажется, деньги получены. Или родители дома. Или первый или четвертый. Мне тоже так кажется. Итак, Корененко считает, что правильный ответ номер 4. И вы считаете, что тоже 4. Почему шнурки в стакане – это родители дома? Интуиция. Чистая интуиция. Чистая интуиция. Да. Хорошо. Я просто об этом слышала. А от кого слышала? От родителей? Да. От От мамы, родителей. вроде бы. Хорошо, ваш вариант ответа я тоже приняла. Итак, внимание на экран. Правильный ответ. В советское время, мало кто знает, не так много возможностей было, не так много кафе, ресторанов, дискотек. Поэтому собирались дома. И обычно хотелось собраться без родителей, пригласить друзей, девушку, устроить вечеринку. Выражение «шнурки в стакане» означало, что сегодня собраться будет нереально, родители дома. А у меня вопрос к нашему молодому поколению. Как сейчас вы говорите, когда родители дома? Родаки в хате. Родаки в хате. Ну что ж, недалеко ушли. Шнурки в стакане или родаки в хате? Вязанка. То, что нас связывает. Ну что ж, Вячеслав, мы правильно ответили на ваш 4-й вопрос. Ждем от вас 5-й. В Советском Союзе буквы ОВИР вызывали священный трепет у граждан. Хотя немногие попадали в это загадочное учреждение, но тем не менее вопрос таков. Что означало слово ОВИР? И 4 варианта ответов. Отдел виз и регистрации, особое ведомство исправительных работ, организация военно-инженерных разработок или отделение выдачи иностранных разведчиков. Это же сложнее. Мне кажется, либо третий, либо четвертый. Подожди. Если в Советском Союзе нельзя было за границей ездить, какие визы? Ну тут у меня чисто интуиция, вообще не знаю. Либо второй, либо третий. Не, ну у разведчиков, ну никак, у нас же не весь Советский Союз был разведчик. Мнения сошлись. И вы считаете, что это организация военно-инженерных разработок? Объясните ваш выбор. Ну, первый вариант у нас сразу отвал, потому что в Советском Союзе нельзя было просто так выехать в другую страну. Либо могли это быть только либо ученые какие-то, либо научные деятели, как, например, академик Легасов, или, например, спортсмены. Просто невероятные познания советского времени. Так. Особое ведомство исправительных работ я не думаю, потому что я точно знаю, что ГУЛАГ у нас просуществовал только до 1952 года. Отделение выдачи иностранных разведчиков, ну, даже не 200 с чем-то миллионов иностранных разведчиков. Так что это организация военно-инженерных разработок. Хорошо, я принимаю ваш вариант ответа. Почему вы выбрали именно 3-й вариант? Почему вы считаете, что это организация военно-инженерных разработок? только интуиции, и вот очень... Наугад. Да, наугад. В эфире программа «Интуиция» и программа «Умники и умницы». Вячеслав, что же означает аббревиатура ОВИР? Очень хотим знать правильный ответ. Хочу напомнить, что в советское время существовало понятие «железный занавес». Помимо визы, которую ты должен получить в иностранном посольстве, тебе еще должны выдать право на выезд из Советского Союза. Правильный ответ – отдел виз и регистрации. Ну такая логика, ну так все правильно. И, Ну, он и правильно, ушел, да, и он сам конечно. себя увел вот рассуждениями от правильного Сейчас будет он ответа. расстроен, наверное, до предела. Спасибо, Вячеслав Александрович, за этот увлекательный тур в прошлое. И мы аккуратно возвращаем наших юных игроков в сегодняшний день, а предков за игровые столы. Предки, мы ждем вас в студии. Возвращайтесь к нам.
Вы такие молодцы! Ну, молодцы. Могли бы интуицию по-другому. да. Какой ответ даешь? Молодец. Ну как вам чувствовалось? Мы гордимся. Да. Ну, мы так Я думаю, что вы волновались тоже сильно. впечатлены, да, ответами нашей команды. Немножечко Нам сейчас кажется, не что повезло. они больше знают о нашей жизни, чем Но мы об это их абсолютно жизни. однозначно. Да. Они уверенно отвечали и одна, и другая команда. А вы что чувствовали в комнате для болельщиков? Ну, сначала гордость вроде, а потом как-то вот прям плоховатенько, не знали. Это наша вина, потому что мы не рассказывали. Большое счастье, что наши дети не знают, что такое АВИР. Да. Посмотрим на результаты. Счет в этом конкурсе. Милявские 15 тысяч рублей. Игорененко 20 тысяч рублей. Общий счет 40-30 в пользу семьи Гриненко. Кино, как известно, любят все. В следующем конкурсе мы узнаем, смотрят ли наши семьи кино вместе. Участвуют оба поколения по очереди. Младшая отвечает на вопросы про кино из прошлого века, а старшая про фильмы и мультики 21-го. Страсти накаляются, и каждый правильный ответ стоит уже 10 тысяч рублей. Первыми играют предки. Поэтому, молодежь, прошу пройти в комнату для болельщиков. Чтобы детки не остались голодными, мы угощаем их сосисками сливочными от вязанки с нежным сливочным вкусом, без жгучих специй. Вязанка натурально, сытно и вкусно. Итак, мы начинаем киноконкурс «Неуловимые против Мстителей». И сегодня наши вопросы для вас, дорогие предки, посвящены нашему чудесному мультику «Три кота», который обожают миллионы детишек не только в России, но и во всем мире. В этом году он отмечает свой 5-летний юбилей на канале СТС. Внимание на экран. Как я выгляжу? Я похожа на принцессу? Ну да. А чего ты так нарядилась? Я теперь всегда буду нарядной, как настоящая принцесса. Итак, первый вопрос. Карамелька – младшая сестренка Коржика и Компота. А какое у нее любимое выражение? Все пропало, все пропало. А теперь давайте играть. Я знаю, что надо делать. Мне кажется, самое время покушать. Про покушать там другой котенок, который толстенький. Вот он всегда говорит про покушать. А теперь давайте играть вряд ли. Логика. Ну, вот это вот кроха. Вряд ли она кушать хочет. Она вот боится всего. Все пропало, все пропало. Помнишь, когда мы у вас были, они смотрели с нами? Это во Фрязиновиче. Я знаю, что Даже. делать, как самая умная такая девочка. Теперь давайте играть, у нее выражение. Все пропало. Или, а теперь давайте играть. Начнем с вас. Похоже по облику карамельки. Все пропало. Да. Вряд ли она кушает. Вот. Хорошо, почему вы считаете, что она говорит, а теперь давайте играть? Я этот мультик видела, может быть, 2 или 3 серии, и мне почему-то вспоминается, что она, раз она маленькая, она вот еще пока играть именно хочет. А 2 из старших братика, у них уже более взрослые интересы, и они все время что-то придумывают, конструируют, изобретают. Ну хорошо, ваш вариант принят. Итак, внимание, правильный ответ. Наш кораблик сейчас разобьется. Я знаю, что надо делать. Я ж говорил, Мы хоть что-то о них знаем, а они нет. Конечно, по человеческим меркам карамельке всего 4 года, но иногда она бывает очень взрослая и рассудительная. Да. Ну что ж, включаем мультик дальше. Котятки, я поеду в магазин. Если что, обращайтесь к папе. Папа пришел! В мультфильме «Три кота» папа и мама котят, как и все взрослые, работают и зарабатывают деньги. Кем же они работают? И варианты ответов. Кондитер и дизайнер одежды, прораб-строитель и учитель, банкир и домохозяйка, фермер и руководитель магазина. Это легко.
Не, ну фермеры и руководители вообще никак, Нет, наверное. вообще никак. Прораб и строитель. Он. Он прораб, а она учительница. Ну, судя по тому, То, что- по поставленному голосу, да? Да. Какой фермер? Не, ну мама-то домохозяйка Да, вроде как у них. это- Ну что, А третий? ну давай третье, так это... Ну, пробуем второй раз. Итак, значит, вы считаете, что они банкир и домохозяйка, а вы считаете, что они прораб, строитель и учитель. Ну, давайте начнем с вас. Такой господин Чемоданчик. с портфелем, Ага, значит, пузиком значит, банкир. солидный. прораб, строитель Я в и какой-то учитель? из серий видела папу в каске строительной. Но я сейчас не помню, это его профессия или он водил детей на экскурсию туда. Ну и у мамы поставленный голос. Да. Хорошо, ваши варианты ответов приняты. Давайте проверим, правильно ли вы ответили. Не переживайте, котятки. Это просто заготовка для будущего наряда. В этом цеху смешивают разные ингредиенты. Сахар. Разве кондитер? Да, кондитер он. Он тортики приносит каждые выходные. Да. Я смотрел. Вязанка. То, что нас связывает. Смотрим следующий фрагмент. Включайте фантазию на всю катушку. Нет, нет, нет. Лазать по деревьям нельзя. Вы можете зацепиться за ветку, застрять в дупле, упасть. В мультфильме «Три кота» у котят есть бабушка со стороны мамы и дедушка со стороны папы. У них нет имен, но есть довольно необычные увлечения и хобби. Чем же занимаются активные бабушка и дед? Дед любит дайвинг, бабушка – стрельбу из лука. Бабушка – серфингист, дед занимается парашютным спортом. Дед – бильярдист, бабушка – автогонщица. И четвертый вариант – бабушка выращивает бонсай, а дедушка – йог. Я помню эту серию. Опасности эти все рассказывает. А сама наверняка занимается там каким-нибудь серфингом или парашютом. Ну что, пойдем С спрашивать? подсказкой? А вдруг детям потом понадобится наша Ну, что ж подсказка? делать? Можно, мы хотим взять подсказку, да. Итак, семья Гриненко берет подсказку. Кто побежит к деткам? Я побегу. Давайте. А они знают это? Они смотрели. Они смотрели, да? Смотрели, ну. Подсказку. Тоже подсказку? Так, здесь Ольга побежала, здесь кто побежит? Папа. Папа. Папа, давайте. В нашей программе «Вязанка» помогает участникам лучше понять друг друга. А дома за одним столом связывает и взрослых, и детей. Вязанка натурально, сытно и вкусно. Я эксперт. Давай иди сюда. Да, я смотрела серию, там бабушка снимается луком. Первая. Ну что ж, я слышу топот. Итак, и одна, и вторая команда. Ну что ж, обсуждать не будем. Мы поняли, что это был выбор деток. Давайте проверим версии. Поднять якоря, хвосты в воду и... Вот так, благодаря своему кладу, бабушка вспомнила детство. Бабушка и дедушка котят действительно довольно активные. Дедушка до сих пор работает, и он смотритель маяка. А еще он совершил кругосветное путешествие и занимается дайвингом. А бабушка чуть более спокойна в выборе занятий. У нее свой сад и огород, и она любит стрельбу из лука и бадминтон. Рома! 3 вопроса сыграны и смена составов. Друзья, вы хотите почувствовать себя героем нашего шоу? Прямо сейчас принимайте участие в викторине. Для этого возьмите свой мобильный и запустите приложение СТС. Если у вас до сих пор его нет, скачивайте и устанавливайте. Нажимайте на круглый значок внизу экрана и вперед. Игра начинается прямо сейчас. Итак, дорогие детки, мультфильмы закончились. Вопросы вам уже из советской киноклассики. Итак, внимание на экран. Это дело очень интересное и простое. Я называю такие дела делом на одну трубку. То есть? Пока выкуриваешь трубку, успеваешь найти разгадку. Это советская версия приключений знаменитого сыщика Шерлока Холмса и его друга доктора Ватсона. Но однажды эти друзья выяснили между собой отношения при помощи поединка. Этот поединок был фехтовальный, шахматный, боксерский
или словесный? Там не было ни разу с их шпагами, там, если кто-то смотрел фильмы. Шерлок Холмс вместе с Ватсоном в бокс играли. Это может может быть- «Собака Баскервилей». Точно? Точно, я смотрела обзор на на фильм советский. Ну, третья здесь отсутствует. Боксерская. Да это вряд ли. Ты чё? Мне Да, кажется, либо согласна. первая, либо вторая, либо четвертая. Наши не знают вообще. Хотя мы с ним смотрели Конан Дойля. Первая, кстати, тоже как-то не очень подходит. Второе или четвертое? Здесь вариант, что это был поединок шахматный, а у вас, что это поединок боксерский. Боксерский. Почему шахматный? Не знаю, вот. Ну, кто такой вообще Шерлок Холмс и доктор Ватсон? Чем они занимались? Я не знаю. Я смотрел обзор на советскую экранизацию. И там был фрагмент, где было видно, что Ватсон и Холмс вместе играют в бокс. А кто такой Шерлок Холмс? Сыщик великого масштаба, на которого BBC сняла экранизацию, который Камбербэтч играл со своими кудряшками Шерлока Холмса. Рома, спасибо огромное. Вариант 3 принят. Смотрим правильный ответ. Мистер Холмс, вы не забыли, что у доктора ранена рука? Вы ненаблюдательны, миссис Хадсон. Я ни разу не пустил в ход левую, поэтому шансы равны. И действительно, поединок был боксерский. Между прочим, в Москве напротив посольства Великобритании установлен памятник нашим киногероям. Правда, там Холмс не в боксерских перчатках, а с его знаменитой трубкой. И вы выиграли! Ура! Копилочку, мы ближе к Парижу, мы немножко ближе. Так еще супер игру. Итак, следующий киновопрос. Смотрим. Бразильская народная песня «Любовь и бедность». Я тетушка Чарли из Бразилии. Телевизионный фильм «Здравствуйте, я ваша тетя» режиссера Виктора Титова подарил советским людям массу крылатых фраз. А чем заканчивается эта фраза? «Я тетушка Чарли из Бразилии». И варианты ответов. Где много-много диких обезьян, где самые красивые футболисты, где женщины очень любят военных и где мужчины бреются 3 раза в день. Ну, это однозначно. Там Где эта мужчина фраза бреется повторяется 3 раз раза в в день. 10, Нет. наверное. Мне кажется, это не первая. Мне кажется, четвертая. Даже не знаю. А где мужчины бреются? Там 3 раза в день. Ты видела мужчину без бороды в Бразилии? А, ну да. На меня можно не надеяться. Я это не знаю ничего. Я тоже. Надо было бы обзор на фильм смотреть. Я не посмотрел. А надо было. Давай. Вы догадались или знали? Я догадался, я не знал. Я догадался, потому что, Бразилия, там недалеко Амазонка. Потому что Бразилия, есть Амазонка, а там и крокодилы, и обезьяны. Плюс это Южная Америка. То есть, а там они могут водиться. Не знаю, вот между вторым и четвертым что-то было вот. Да. Ну а теперь внимание на экран. Правильный ответ. Я тетушка Чарли из Бразилии, где в лесах живет много-много диких обезьян. Ура! Поначалу режиссер хотел, чтобы настоящая тетушка, которая в конце концов действительно приезжает, снималась с живой обезьяной. Но привезенный в студию шимпанзе сразу же покусал второго режиссера, и от затеи пришлось отказаться. Правильный ответ номер 1. Где много-много диких обезьян. Внимание, последний вопрос. Это планета Плюк. 215 в Тентуре. Галактика Киндзадза в спирали. Ясно? Один колокольчик, родной. Из фантастической трагикомедии Георгия Данелии «Киндзадза» множество слов и выражений перешло в разговорный язык. Хотя, казалось бы, это выдуманные авторами слова с другой планеты. Попробуйте вспомнить или угадать, как называется этот космический корабль. И 4 варианта ответа на выбор. Пацак,
Пепелац, Громыка или Громозека? Неделю назад с Ульяной смотрели этот фильм. Мы даже потом в интернете с ней фотографии смотрели. Мне кажется, Громозека. Просто у меня в голове какая-то фраза, может быть, всплыла, я не помню. Хорошо, но если мы ошибемся, ответственно будешь ты. Поцек или пилополоц? Вряд ли там будет типа в окончании А. Если случай только им сейчас поможет. Где-то за Уралом даже стоит памятник. Нажимай 3. Итак, почему именно 4-й вариант? Это не ко мне слово, я в киноиндустрии дилетант, так что тут к Ульяне. Я не знаю почему, мы просто недавно смотрели этот фильм, и как-то почему-то, может быть, в голове всплыла эта фраза какая-то. Хорошо, 4-й вариант. Ну, я тоже не очень знаю, поэтому это все вопросы к ней. Она выбрала. Я наугад выбирала. Ваши варианты ответов я приняла. Прежде чем мы узнаем правильный ответ на этот вопрос, я хочу, чтобы ваши предки вернулись в студию. Дорогие предки, возвращайтесь к нам в студию. Будете пересматривать Ничего, нормально советские всё выступили. фильмы у нас. Молодцы. И вновь вязанка помогает поколениям лучше понять друг друга, заботится и связывает всю семью, и взрослых, и детей. Вязанка натурально, сытно и вкусно. Дорогие семьи, внимание на экран. Извините, а гравицапа это что? Ну, гравицапа – это то, без чего пепелац может только так летать. А с гравицапой в любую точку Вселенной за 5 секунд. Ребят, как же вы без гравицапа пепелац выкатываете из гаража? Пепела по-грузински бабочка. Пепелац для фильма был изготовлен из хвоста старенького самолета Ту-104. И сейчас этим словом часто называют вертолеты и небольшие самолеты из малой авиации. А некоторые автолюбители пепелацем ласково называют свои далеко не новые машины. Ну что ж, не расстраивайтесь. Давайте посмотрим, какие суммы образовались на ваших семейных счетах. В последнем конкурсе Милявские заработали 10 тысяч рублей, а Гриненко заработали 30 тысяч рублей. И общий счет 70-40 в пользу Гриненко. У нас все хорошо. Дорогие Милявские, вы достойно боролись. Дорогие друзья, из нашей студии никто не уходит с пустыми руками. Эти утешительные призы для вас. Спасибо вам огромное за достойную игру. Дорогие друзья, ну что ж, выигранные деньги уже находятся на вашем семейном счету. В суперигре участвуют только 2 человека. Вам сейчас нужно выбрать по одному из каждого поколения. Кто это будет? Давайте, кто будет играть от вашей семьи в суперигру? Давайте, Ну, ты будешь Роман играть, будет это играть однозначно. точно. Только я вот говорю, что... Ты или я? Как Да. вы считаете? Давайте, Нет. даже не знаю. Дед, А, ты будешь играть. Итак, в супер-игре у нас играет Сергей и Роман. Спасибо. Коротко объясню правила. Перед вами 8 предметов. У тебя из 20 века, у вас из 21-го. Из 8 предметов угадываете 6, летите всей семьей в Париж. Если возникает сложность с предметом, делаем переход хода. Все понятно? Да. Включаем секундомер. Все понятно? Да. Включаем секундомер. Тут эта вещь, она вставляется в специальную такую коробку, там пленка. музыку можно слушать. Да, можно слушать. Кассета магнитофонная. Это не кассета, это по-другому называется. Бобина. Бобина с пленкой. Засчитываем. Так, это коробочка. Она не металлическая. Здесь есть вверху такая вставочка из оргстекла, похоже. Открывается? Она... Нет, в нее вставляется... Есть паз, чтобы вставить для коммуникации Подсказывать. шнур. Для чего это может быть? Для чего это? Давайте. Но это может быть для зарядки чего-либо. Вы на правильном направлении? Пауэрбанк? Правильно! Да. Значит, эта штука, она пластиковая, из поликарбоната. Открывается, на ней считают и пишут. Там есть экранчик. Ну, пишут, считают. Это калькулятор какой-то Дальше, там. дальше. Как Ну, телефон. Как телефон, но не телефон.
Открывается как раскладушка телефон. Ну, писали... Давайте быстрее, время идет. Давайте. Переход хода. Так, это упаковочка такая с фольги. И внутри такие черные штучки маленькие. Наушники? Ну, Я подскажу. Это для женщин. Женщин? Давайте, время идет. Переход хода. или переход что? хода Переход давай. хода. Ну, потом вернемся. Давай, Вернемся. быстро. Давай. Этим закрывают банки. Банки... Закручивают банки. Крышки Ну, банок. закрывашка, чтобы законсервировать. Как называется эта вещь? Закрутка. Закручивают. Закатывают банки. Закаточный ключ. Закаточный Ладно, ключ, да. принимать. Давайте дальше. Так, это на ремешке надевается на руку. На руку? Да, ремешок пластмассовый. Смотреть здесь... Смарт-часы. Молодец. Так. Давай быстренько. В этом носили еду. Даже есть выражение в томате. В томате в этом носили... Ну, так, что это может быть? Как Это выглядит? не Описывай, термос, дедушка. это Она выглядит как пакет, но только связанная. только связанная. Да. В 20 веке. Из веревок. Можно носить хлеб в ней. Да. Да. Всё можно Бутылки носить. с молоком. Да. Да. Все можно Сетка носить. для переноски продуктов. Как еще она называется, эта сетка? для переноски? Авоська. Молодец. Непонятно, что это за инопланетное 5, существо. 4, 3, 2, 1. Время! Один предмет вам только нужно было отгадать. Одного предмета не хватило. Ну, давайте покажем друг другу вещь. Это электронная записная книжка. Что еще не отгадали? Вот Покажите, это не Юля. отгадали. Подсказывайте. Это патчи. Это патчи. Для чего? Косметические для ухода за лицом. Для ухода за лицом. Не Под глазки обычно наклеивать. Дорогие мои, несмотря на то, что супер игру вы продули, но вы победители нашего шоу. И все деньги, которые вы выиграли, они остаются в вашей семье. А наша игра закончена. Смотрите «Детки, предки» на СТС. Я Елена Летучая. Пока.